Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Мы говорим о событиях в мире футбола, самых интересных событиях. Но в этой части нашей программы как раз речь пойдет не совсем о футболе, а о событиях вокруг него, которые, к сожалению, очень сильно портят реноме российского футбола. Рано или поздно обязательно скажутся, может быть, и какими-то санкциями серьезными. Но дело даже не в санкциях, а дело в том, что то, что происходит на стадионах наших городов, особенно столичных, лично меня сильно расстраивает, да и не только меня, а всех моих друзей, знакомых, которых у меня в мире футбола очень много, коллег, в том числе журналистов, комментаторов, футболистов, тренеров. Это, конечно, просто процветание расизма в определенной, понятно, у определенной части публики, в основном это касается фан-среды, которая чем дальше, тем становится агрессивней, становится развязаннее, я бы сказал. И, честно говоря, простым, нормальным болельщикам на стадионах становится все меньше и меньше места, потому что сидеть на стадионе и слушать мат, оскорбления футболистов по расовому, по национальному признаку, оскорбления в матерных, да, там, вульгарных выражениях друг друга, болельщиков разных клубов, просто, честно говоря, уже чаша терпения просто уже давно переполнена. Ходить на эти стадионы неприятно, смотреть футбол даже в исполнении хороших мастеров невозможно, потому что портит всю атмосферу праздника футбольного. Не знаю, кто-то, может быть, и готов слышать оскорбления, и может даже кого-то позабавило то, как себя ведут болельщики, там, копируя обезьян в адрес африканских футболистов, чернокожих футболистов, кидают в них бананы, эти речевки матерные в адрес оскорбительные. Не знаю, может, кого-то действительно забавит. На мой взгляд, это просто делает невыносимым пребывание на трибунах нормальных людей, которые любят футбол. Я не ханжа, я понимаю, что футбол это такая маленькая модель войны, когда есть свои, чужие и так далее. Но даже на войне люди себя ведут прилично. И есть правила, которые переступать нельзя. На мой взгляд, эти правила давно уже переступили часть фанатского движения. Они ведут себя просто вызывающе и оскорбительно по отношению к обществу, к остальному. На мой взгляд, это убивает футбол российский, потому что чем больше будет таких проявлений, тем больше наши стадионы будут отданы на откуп вот этим болельщикам, а с этими болельщиками развитие футбола невозможно. Если у нас на футбол не будут, как раньше, ходить семьями, с детьми, отцы там, приводить своих сыновей и так далее, то у нашего будущего нет футбола. Просто новое поколение людей, если они не фанаты и это не какая-то субкультура молодежная, тогда они просто перестают интересоваться футболом. Нет той базы, на которой будет зиждется потом интерес к футболу со стороны болельщиков, со стороны зрителей, а значит не будет рейтингов, как и сейчас нет рейтингов в российском футболе. И это не только беда в том, что у нас плохие стадионы, хотя и это есть плохая инфраструктура, плохой показ футбола из-за того, что на стадионах нет нормального освещения, нет нормальной инфраструктуры. Телевизионщики тоже не могут сделать из плохого зрелища хорошее. Понимаете, если нет света на стадионе, ты можешь снимать как угодно, но красивые картинки, как в Англии, в Германии, ты все равно не получишь. Но это профессиональные вещи, которые все телевизионщики знают. Потом эти ужасные растоптанные болота вместо стадионов. Конечно, это все не добавляет интереса. Но, понимаете, если рано или поздно человек не попадает на стадион, не заражается этой атмосферой в детстве, если он не влюбляется в эту игру, то никакого развития футбола не будет. Не будет среды, на которой будет стоять того фундамента, на который должен стоять интерес к футболу. Рейтинги будут падать неминуемо, вне зависимости от того, станет картинка лучше, и, может быть, футболистов приедет еще больше, хотя уж это куда там больше, куда интереснее. Наши стадионы постепенно превращаются в зону битв вот этих вот молодежных группировок, которых и болельщиками назвать у меня язык не поворачивается. Простых людей, нормальных болельщиков становится все меньше и меньше. В основном, по социологическим исследованиям, сейчас возраст болельщиков, основной массы, это за
далеко за 30 лет. Пускай вас не обманывает то, что очень много молодежи именно в фанатском движении. Пускай они и многочисленны, но это несколько тысяч человек. Никакое сравнение с сотнями тысяч болельщиков, которые были, допустим, в Советском Союзе, оно не идет. По поводу расизма. Знаете, мне само по себе это неприятно. Я не могу понять, как можно оскорблять человека, да еще который выходит на футбольное поле, то есть доставлять радость своей игрой, своим мастерством. Тот же Этоо, который приехал, Роберто Карлос, другие игроки, Эменики тот же, вот, с которым сейчас история, которую я хотел бы привести в пример. Я не могу понять, как можно их оскорблять только потому, что у них какой-то другой цвет кожи. И как это может стать уже расхожим местом и абсолютно бытовыми такими проявлениями, ежедневными, каждодневными у нас на стадионах. Наше руководство Футбольного союза, руководство Премьер-лиги вообще не обращают внимания на это, если, конечно, вдруг не приобретает международный какой-то резонанс. Я помню, как возмущались работники РФС, да и журналисты тоже, когда англичане в борьбе за чемпионат мира по футболу начали использовать этот аргумент, что в России процветает на футбольных стадионах расизм. Как говорили, что это вранье, что это не так, что у нас все в порядке, что отдельные проявления этого есть и в Испании, и в Италии, и в Англии. Да, есть, но там наказываются эти люди, там это действительно такие проявления, это настоящие такие сенсации, вокруг этого шум, это позор и так далее. У нас это каждый день, практически на всех столичных стадионах, что в Питере, что в Москве, на игре любого клуба. Вот, пожалуйста, последний пример, это «Динамо» «Спартак», где динамовские болельщики вели себя отвратительно просто по отношению к спартаковским чернокожим футболистам, не выдержали нервы у Меники, который, после забив гол в ворота «Динамо», показал неприличный жест в адрес болельщиков, тоже, в общем, его не красит. Но, с другой стороны, могу понять, если вас все время оскорбляют, унижают, то рано или поздно нервы не выдерживают. А в интервью нашим газетам практически каждый чернокожий футболист говорит о проявлениях по отношению к ним расизма, что там кому-то кидают банан, тоже не выдержали нервы там, в то время. Тогда это был игрок Анжи, который бросил его обратно, этот банан. И чем больше таких проявлений, тем меньше будет ехать талантливых игроков. Или они будут ехать за огромные деньги для того, чтобы просто заработать и уехать. Кто-то скажет, ну вот они приезжают за большими деньгами, пускай получают то, что получают, ну, мол, типа за большие деньги пускай терпят. Да дело не в них даже. Может быть, кто-то будет терпеть, кто-то не будет, уедет, как многие из футболистов. Но я могу сказать одно. Дело даже не в том, как реагируют на это чернокожие футболисты, а дело в нас самих, и дело в том, куда мы идем с таким отношением к другим людям, к другим расам, к другим национальностям. Вот это, конечно, невероятно расстраивает. Не первый раз мы уже говорим на эту тему, но ничего не меняется. К сожалению, ни Российский футбольный союз, ни руководство Российской футбольной премьер-лиги не демонстрируют никакого желания бороться с этими, действительно бороться с этими проявлениями. Если это не начнется, мы будем дальше двигаться в этом направлении. И уверяю вас, что болельщиков на стадионах, у экранов телевизоров будет становиться все меньше, меньше и меньше. К сожалению, это пессимистический взгляд на события, но, на мой взгляд, он отражает то, что сейчас происходит у нас на стадионах. Кроме того, если уже заканчивать этот разговор, я абсолютно уверен, что рано или поздно из-за такого вот инцидента, который будет связан с расизмом и так далее, когда это станет вопиюще, когда это произойдет на международной арене, в рамках ли там, отборочных игр, в рамках ли европейских кубков, мы получим очень большую негативную такую историю по отношению к нашему футболу, которая откинет нас на многие годы вперед. К сожалению, мы сами это делаем своими руками. На этом все. Встретимся через неделю. Много интересных, насыщенных футболом событий произойдет на этой неделе. Я надеюсь, что
в следующих выпусках нашей программы, я говорю это часто, когда говорю о негативных сторонах, мы все-таки будем говорить о футболе и то, что связано с ним, а не о том, о чем я говорил сегодня. Встретимся на Вестнике Кавказа. Пока.